Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки, а также рекомендуйте мои видео своим друзьям и знакомым. Я хочу сегодня пораскрашивать в снежной принцессе. Раскраска, конечно, очень красивая. Здесь и фон задан, и все такое. В принципе, мне ее очень приятно листать, но с раскрашиванием у меня как-то здесь не сильно ладится. В прошлом месяце я вот эту страничку раскрасила, ну и в теории хорошо бы раскрасить и эту. А так тут вот, что меня, во-первых, отталкивает, это то, что тут развороты. И совсем бы не хотелось с этим заморачиваться, вот прям полноценно с разворотами. А иногда, знаете, вот такие вот вещи, когда уже задан цвет, и такой цвет, допустим, ну, сложно, к примеру, передать и так далее. Вот это меня, конечно, немножечко отпугивает. У меня несколько таких раскрасок, есть еще путеводители, там Санкт-Петербург, вот то же самое, задан цвет. Мне кажется, было проще сделать какую-то сноску, еще что-то, но или уже сделать из разряда по номерам, потому что как-то это не очень. В общем, смотрела, что же мне такое раскрасить. Ну вот, наверное, знаете, все-таки я остановлюсь на этой иллюстрации. Здесь, конечно, тоже разворот, но я думаю, вполне можно раскрасить в два приема. Ну, здесь будет, скорее всего, и, наверное, и акварели, карандаши, может быть, даже гуашь будет, не знаю. Посмотрим. Начну я, конечно, как водится, с Мэджика. А уже в процессе перейду и ко всему остальному. Ну, не знаю, на камеру, может быть, я и мэджиком пораскрашиваю, еще чем-нибудь, или там что-то пораскрашиваю за кадром, покажу промежуточный итог, посмотрим. Не знаю. И я еще думаю, что бы мне еще пораскрашивать, ну, потому что я стараюсь где-то так по 2 иллюстрации в день красить. Хотя, в принципе, я могу и больше, но я как-то и не гонюсь, в общем-то, за количеством. К тому же много чего еще хочется пораскрашивать. Ну, вот эта иллюстрация меня почему разворот не отпугнул все-таки, потому что, ну, сама по себе иллюстрация уж очень хорошая, такая уютная. Поэтому я думаю, ладно, кто знает, может быть, я сейчас настраиваюсь на одну страничку, а потом захочется и все раскрасить. Даже если не сегодня, то в ближайшие дни. Ну, а если нет, то нет. Зима в любом случае, еще февраль впереди. К тому же, по факту, в марте это тоже чаще всего еще снег. Ну, а здесь не столько прям-таки новогодние праздники, сколько просто зима, как мне кажется. Так что это все актуально. Хотя для меня даже вот новогодние иллюстрации я вполне могу и в феврале, и в марте раскрасить. И раскраску «Северная красота» я как минимум до апреля буду раскрашивать. Да, наверное, я бы и в любое другое время тоже бы красила, но раскрасок-то много, поэтому как-то приходится чередовать. Я, как правило, и так по плану затрагиваю штук 30 в месяц раскрасок, и вне плана тоже 15, а иногда, ну, чаще всего 30. Ну, плюс-минус.
Ну или хотя бы там 20, вот так. Я, конечно, так, по памяти не помню. У меня в книжке все это записано. Но вот да, за год получилось 517 вроде как иллюстраций. Я в каком-то влоге рассказывала. Я считаю, что это прям очень хорошо. Даже неожиданно как-то. Угу. Ну, как водится, преображается уже иллюстрация. Да, наверное, здесь будет и перламутровая акварель, и акварельные карандаши, возможно, задействую. Но я здесь еще вижу гуашь. Она все-таки тоже придает такой живости и фактурности. Ну, я думаю, что бумага здесь и акварель позволит, если воды сильно не лить. Но вообще раскрашено у меня здесь очень мало. А есть такие раскраски, вот там щелкунчик, вот это вот все. У меня вообще как-то рука не тянется, и я в том году как-то с натягом красила. Хотя, когда покупала, мне эта идея нравилась, потому что там и балеринки, все дела. Ну, знаете, одно успокаивает, то, что покупала я это на книжном складе, и, в общем-то, обошлись мне та серия раскрасок рублей в 10. Да, в 10 рублей. Поэтому, в принципе, не жалко, что они просто так стоят на полке. А вот если бы я купила в той же самой пятерочке по полной цене, я бы, думаю, я очень расстроилась. Хотя я бы, наверное, не купила бы просто по полной цене, мне бы не пришло в голову. Ну, потому что я сейчас уже не помню, сколько там полный ценник, но на любом книжном сайте можно приобрести что-то более стоящее за эти деньги или немножко добавить. Ну, а вот 10 рублей это самая цена такая. Хотя я думаю, что детям-то, может, и интересно красить. Вот. Хорошо так. Все-таки мэджики оживляют. Это все можно и акварелью сделать. Я пробовала, вроде как получалось. Но здесь просто очень маленькие пространства. Я боюсь, что у меня все-таки не хватит навыков. Так. Сейчас придется прерваться. У меня просто соседка пишет, спрашивает, когда мы с собакой гулять пойдем. У ее собаки, ну, она, девочка же у нее собака. Вот, у собаки течка, поэтому, естественно, она всегда спрашивает, когда мы выходим, ну, чтобы в разное время. Так-то они обычно вместе гуляют. Поэтому сейчас придется прерваться. Вообще, я хочу сказать, что вот этот карандаш, он обычно везде хорошо ложится. А здесь прям очень было тяжело. Рука устала, прям как-то непривычно. Но я, мне кажется, здесь вообще еще карандашами-то не красила. Ну да, я здесь всегда акварель применяла. Ну, в общем, карандаши мне здесь не понравилось использовать. Очень тяжело, потому что обычно везде этот мэджик хорошо ложится. Ну, значит, буду гуашь, акварель использовать. Что поделать. Ну вот, разобрались, кто во сколько гуляет. В этот раз решили, что пусть они погуляют вперед. Потому что Ника уже просится, а Ушастик, ну, он как бы тоже просится, но не очень активно, потому что он видит, что я снимаю видео. Мне просто именно сегодня его нужно снять. И уже тогда пойду с ним гулять, буду его кормить,
Как раз таки, тем более, что суп у него в любом случае только приготовлен и остывает. Так что пропустим даму вперед, хвостатую. Тут я все-таки решила гуашь добавить. Белая это у меня гамма, а вот это Эрих Краузе. Но я думаю, что нужно достать такую же от Вкусвилл, потому что там она пожиже, а это мне изначально досталась прям такая густющая, и она прям засохла. Ну, я предполагаю, что, конечно, можно добавить водички. Я добавила, но она прям глобально такая густая. Возможно, здесь, знаете, жидкая совсем мне и не на руку, но это прям совсем. То есть ей как раз так, супер влажной кисточкой, мне кажется, работать. И именно какой-нибудь там фон, еще что-то такое вот нефактурное. Не знаю. Сейчас возьму еще. Тут у меня, как водится, моя совушка. Она очень классная. Удобно в ней. Ну вот желтая тоже, как видите. Так. Где-нибудь здесь немножко желтенького добавлю. Пусть вот здесь. Хотя, в принципе... Не, ну если вечер, пусть будет вечер. Я как-то больше люблю это время суток, поэтому пусть будет вечер. Так, и немножко еще здесь белого. Ну, буду потихоньку привыкать к гуаши. Ну, по крайней мере, знаете, вот с гуашью у меня как-то все равно дружбы больше получается, ну, как-то так постепенно, чем с акрилом. Но акрил надо другой просто попробовать, хотя мне вот от Луча нравится все. У них и акварель, и карандаши, и, в общем-то, клей хороший. Не поняла, что такое. Почему у меня выключилась лампа? С напряжением, наверное, что-то. Ладно, мы сейчас включим вспышку. Странненько. Ладно, может быть, разрядился пауэрбэнк. Сейчас, минуточку, я включу вспышку. Ну, случается. Сейчас и лампу направим вот так. В принципе, я сегодня снимала достаточно много. Хотя я могу лампу-то напрямую подключить. Ладно. Я думаю, что сейчас и так будет неплохо. Для разнообразия. Хотя вот так, когда освещение меняется, мне сразу так как-то непривычно становится. Я вот именно такое освещение не совсем люблю. Так. Не заехать бы куда не следует. Может быть, где-то потемнее гуашь добавлю. А где-то можно, не знаю, фиолетового, например, добавить. Ну, а почему нет, с другой стороны. Это же такое сказочное что-то. Зимнее. Волшебное. Могут быть любые цвета, мне кажется. В общем, пока я жду, буду, когда там наша хвостатая подруга погуляет. И мы пойдем.
Ну, конечно, ушастый после того, как она погуляет, он, конечно, будет нервничать. Я себе представляю. Так, зачем я желтый взяла? Непонятно. И тоже беленького немножко. Интересный, конечно, материал гуашь. По сути дела, вот как-то только я в детстве пользовалась. Но я тогда, я рассказывала, как-то я всем этим не прикалывалась. Несмотря на то, что у меня всегда была хорошая канцелярия, то есть мои родители никогда не придерживались принципа, типа, можно там купить ребенку что похуже. Вот, как раз наоборот. Но, не знаю, как-то вот у меня на тот момент, ну, я любила, конечно, иногда пораскрашивать, там еще что-то, но вот какой-то такой страсти у меня к этому не было. Вот я опять набрала желтый, тянет меня к желтому. Ну и куда это можно применить-то? Ладно, применим здесь. А то я уже какой раз беру краску и не использую. Так, здесь еще голубенького. Тут такая куча мала, того гляди, что-нибудь лишнее закрасишь. Хотя я думаю, что если я что-нибудь лишнее закрашу, здесь даже не будет заметно. Но в целом мне процесс нравится, я даже не исключаю, что может быть я и потом и разворот сделаю. Но это не точно, потому что на самом деле время катастрофически на все не хватает, при всем моем огромнейшем желании. Потому что, как вы знаете, желаний у меня полно в плане творчества. И так, ну вот здесь. Ну вот, например, здесь можно как раз-таки закрасить фиолетовым. Тут будет яркая, например, одежка. В общем, как-то так, я думаю, можно. Просто здесь вообще не пойми что. Так, а здесь наоборот я белый. Вот белый гамма, прям гуашь наоборот такая жидкая. Все мне не угодишь, правда? Всем это я недовольна. То густо мне, то жидко мне. Ну вот такая, да. Ух, испачкала стол. А вот и синяя гуашь. Почему-то мне хочется попробовать ее добавить куда-нибудь. Ну вот самую-самую малость, сказала Ира, и добавила много. А потом добавить еще такой немножко. И белый. Так, вот сюда не надо. Надо ватных палочек сюда принести. Ну, в принципе, получается. То на то и выходит, конечно. Надо синий, видимо, добавлять, знаете, вот здесь куда-нибудь. Не продумала. Я просто уже давно думала про темно-синий, но потом думаю, вдруг испорчу. С другой стороны, надо же что-нибудь пробовать, правильно? Я еще думала распечатать, но это я точно не осуществлю, потому что мне лень. И дома печатать лень, и куда-то идти лень. Да и я не очень, честно говоря,
как-то понимаю распечатки. Нет, ну в смысле для себя. Так-то. Кому что нравится. Мы все разные люди. Не, ну может когда-нибудь не поленюсь, может быть тоже что-то распечатаю. Ну, в общем, как-то так. Интересно, что с обратной стороны творится. С обратной, в принципе, бумагу только повело, а так все в порядке. Вот это, кстати, разворот хороший. Ну что ж, ладно, это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мой инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Ну а я благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.